очень коротко и бегло, но вот по сути вот так мы работаем. То есть еще раз, есть загрязненная вода нефтепродуктом, без проблем мы разделим эту воду и получим топливо и техническую воду. Я подчеркиваю техническую, потому что далее ее нужно будет уже, конечно, с ней работать. Но основной момент содержания нефтепродуктов, основное содержание нефтепродуктов мы убираем, это наша прямая специализация. То же касается и топлив, заправка, яхты и прочее. В региональных, в данных условиях региональных большая влажность воздуха, всегда содержание в топливе, сокращение точки невозврата, ну, прочее, прочее. То есть дизель сухой, вода чистая. Да. Грубо говоря, вот, собственно, наше решение. Анастасия, хотели сказать? Да, Виталий, спасибо большое. Александр, я прошу обратить на эту технологию внимание мистера Терри, потому что Индонезия – это островное государство, 17 тысяч островов, и почти нигде не решен вопрос экологии акваторий. Индонезия не принимает большие суда, туристические в том числе, потому что не разработана концепция экологии портов. И технология Виталия, уникальная в мире, может открыть совершенно новое сервисное обслуживание для портов и принимать другого рода качество суда. Значит, наша компания с 2009 года занимается разработкой и внедрением оборудования и комплексов, направленных на разделение водотопливных, водонефтяных эмульсий. Что это означает в двух словах? То есть оборудование, которое позволяет без энергозатрат, которое позволяет без большого объема оборудования в обычном ламинарном потоке разделять физические водотопливные, водонефтяные эмульсии. Это означает очистка воды от нефтепродуктов и очистка нефтепродуктов и газов от воды. В регионах, где развита транспортная морская инфраструктура, такие проблемы, как очистка воды от нефтепродуктов, они очень актуальны, поэтому именно вот на в этом докладе акцент сделан как раз на этот вопрос. Презентацию мою видно? Алло? Так, сейчас, минутку, секундочку, сделаю презентацию вашу. Вот вас не видно. Продолжайте, пожалуйста, с презентацией, пока я... Так, ну, значит, я тогда вкратце, если там технические проблемы. Значит, в чем наша основная фишка? Мы создали... Да, отлично. Значит, ну, то, что я сказал, в регионах, особенно морской транспортной структуры, и во всех регионах практически есть проблема загрязнения нефтью воды. Вот показано, вот здесь проблема загрязнения нефтью воды практически на всех этапах в технологической цепочке от скважины до транспортировки. Соответственно, и обратное загрязнение нефтепродуктов водой, в смысле присутствие в нефтепродуктах воды, которое тоже играет роль в нарушении технологических процессов в этой же технологической цепочке. Следующий слайд. Ну вот, то, о чем как бы мы всегда говорим, о том, что все нарушения всех этих технологических цепочек, как водонефтяных, так и водотопливных эмульсий и ободненных топлив, это потеря средств компаний, которые занимаются добычей, перевалкой, транспортировкой и реализацией. Следующее. Стандартные методы очистки общепринятые, они известны. Значит, первое – это, значит, сорбенты, второе – фильтры калицентр и третье – инерционная сепарация. Обычные процессы, они физико-химические, они распространены, но, к сожалению, они не имеют должного качества, которое требует на сегодняшний день как бы и законодательство практически всех регионов нашей необъятной планеты, и самое главное, они имеют свои минусы. Следующий слайд. Ну, это можно пропустить, это тут история. Значит, в чем наш плюс? Мы создали материал,
точнее не так. Был базовый материал, который имел ряд недостатков. Мы от них избавились и сделали материал. Это картриджи, полимерные картриджи, которые совмещают в себе в одном фильтрующем узле 3 функции, которые мы до этого видели раньше, 2 слайда назад. Первое, значит, это сорбция, когда картридж в себя набирает воду, накапливает в себе как капельную, так и дисперсную фазу, накапливает в себя как капельную, так и дисперсную фазу нефтяных фракций и спокойно выдает их из себя практически при ламинарных потоках. Может работать без давлений. Второе свойство – это калий-сер, то есть он внутри себя отделенную воду и нефть объединяет в крупные капли, подчеркиваю, внутри себя. Это все в течение одного потока. И третье – сепаратор. Картридж самостоятельно освобождается от этих капель, которые он в себе собрал в крупные, и выдает их в один корпус, в котором свободно эти капли, имея удельную массу хорошую, они сами разваливаются, как говорят технологи, и получается у нас 2 среды. Вода, четкая граница раздела сред и нефтепродукт. Еще раз говорю, ламинарный поток, без давлений, в один проход мы добились такого эффекта. Следующий слайд. Да, ну вот как вы видите, почему так, в чем особенность? Вот в этой стенке, толщиной, грубо говоря, 50 мм, сформированы поры, как микропоры сквозные и не сквозные, так и макропоры сквозные и не сквозные. И вот как раз симбиоз вот этих вот правильный подбор размера пор и их комбинации как раз дает такой эффект. Мы называем свои материалы композитные не потому, что они сделаны из разных полимеров композит, а мы говорим, что у нас композиция пор, мелких, средних, крупных, правильная композиция пор. Следующий слайд. Ну вот, показано, как это работает, то есть как накапливаются глобулы, капли крупные одного и второго, то есть нефти и воды внутри материала. И вот в стеклянном корпусе показано, как происходит, к примеру, обезвоживание, здесь растительных масел. То есть внизу крупные капли воды, а вверх уходит осушенное растительное масло, которое соответствует требованиям по содержанию воды. Следующий. Так, это можно пропустить, это технические характеристики, кому интересно, дальше. Вот, то есть то же самое происходит в газовых средах с газовыми аппаратами, кроме того, что мы их ориентируем не как стандартно горизонтально, а ставим вертикально корпуса, и у нас получается тот же процесс, что и мы видим с водой и нефтепродуктом. Мы разделяем, осушаем газ, внизу падают все жидкие фракции, включая широкие фракции легких углеводородов, и разделяется, а вверху уходит осушенный газ. То есть получается трикантер без существенных изменений в концепционных решениях. Следующий слайд. Так, это тоже посмотрит, кому интересно, это показания до-после. К примеру, нефтеперерабатывающий комбинат, с левой стороны оборудование, которое осушало авиационные керосины, с правой стороны результат после нашего одной ступени, малой ступени, которая дает эффект. Его визуально видно, можно, если кому-то интересно, я могу предоставить информацию, сколько это в ppm. Да, стандартная задача – очистка портовых вод, реальных вод, корабельных вод от нефтепродуктов. Малый аппарат, абсолютно простое решение. То есть очистка реальных вод, на входе мы видели 325 ppm, на выходе 6. Один проход через аппарат без давлений. Вы, как видели, на палубе в абсолютно простых и обычных условиях достигает такой эффект один аппарат в одну ступень. Следующий. Так, еще дальше. Стандартные картриджи разной производительности. Дальше. Стандартное оборудование различной производительности, от мобильных до стационарных. Собственно, очень коротко и бегло, но по сути, так мы работаем.